Если вы прокладываете строчку поверх булавок, прикрепите магнит на кусочек двухстороннего скотча на корпус швейной машины или оверлока. Так булавки будет удобно вынимать во время шитья. Если вы используете водорастворимый маркер, совсем не обязательно стирать все изделие, чтобы удалить ненужные линии. Просто возьмите пушную палочку и смочите ее водой. Проведите по линии, останется только влажный след, который после высыхания исчезнет. Если вам необходимо сделать разметку петель или пуговиц на одинаковом друг от друга расстоянии, сделайте себе следующую заготовку. На отрезе эластичной резинки сделайте метки на расстоянии 3 или 4 см друг от друга. Главное, чтобы расстояние было одинаковым. Разместите деталь, на которой необходимо сделать разметку на гладильной доске. Отметьте начало и конец разметки. Совместите метку на ленте с меткой на детали булавкой. Растягивайте резинку, оставляя необходимое количество отметок, и закрепите булавку. Перенесите метки с резинки на основную деталь. Чтобы сделать ровную строчку, можно ориентироваться на метки на игольной пластине. Если вам сложно это сделать, наклейте вдоль нужной вам отметки полосу малярного скотча. Он будет служить вам дополнительным ориентиром. Если строчку необходимо проложить дальше, воспользуйтесь обычной эластичной резинкой. Закрепите ее на корпусе швейной машины на необходимом расстоянии. Она будет выполнять функцию ограничителя. Магнитную направляющую для шва можно изготовить самостоятельно. Просто поместите в спичечный коробок несколько маленьких или один большой магнит и поставьте на игольную пластину. Чтобы иглы и булавки не терялись, положите в коробочку для их хранения несколько магнитов. Даже если они рассыпятся, вы без труда сможете их собрать. В качестве игольниц можно использовать обычные мочалки или кусочек пенопласта. Можно изготовить такие игольницы самостоятельно. Оберните немного холофайбера лоскутом ткани и поместите в маленькую баночку. Или используйте вот такие удобные игольницы на руку. Как их сделать, я показывала в одном из своих видео. Чтобы вдеть нитку в иглу, просто потрите ушками иглы по нитке на ладони. Вот так. Если необходимо вдеть толстую нитку в иглу, возьмите отрез тонкой нити, вденьте оба конца в ушко, формируя петельку с другой стороны. Вставьте в петельку толстую нить и протяните в ушко. Если необходимо вставить несколько толстых нитей в иглу, просто оберните их концы кусочком скотча. Конец срежьте наискосок. Теперь можно вставлять нити в ушко. Чтобы ваше рабочее место всегда было чистым и аккуратным, держите под рукой вот такую щетку-пылесос. Если такой не оказалось, возьмите рулон обычного скотча. Сделайте один виток в обратном направлении. Так липкая сторона оказалась снаружи. Вы сможете без труда убрать весь мелкий мусор и обрезки нитей. Если необходимо разутюжить припуски в тонких деталях, бретелях, поясах, не заутюживая саму деталь, подкладывайте внутрь тонкую деревянную палочку. Можно использовать часть от ненужной деревянной вешалки. Вы наверняка замечали, что разутюжить швы в некоторых тканях не так-то просто. После утюжки такие швы необходимо остужать. Сделать это можно с помощью таких подушечек. Изготовить их самостоятельно очень просто. Ссылка на видео на экране. Прикладываем подушечку на несколько секунд. Разница очевидна. Швы стали плоскими.
Чтобы швы на плотных тканях или срезы, обработанные оверлоком, при утюжке не проявились на лицевой стороне, подложите под припуски лист чистой белой бумаги. Теперь можно утюжить. С лицевой стороны ничего не видно. Чтобы петельный шов смотрелся красиво, сделайте себе метку на пальце с желаемой шириной стежка. Этот же прием можно использовать для разметки припусков на очень мелких фигурных деталях. Отметьте на пальце желаемую ширину припуска и делайте частые пометки. Осталось только соединить метки, и припуск готов. Чтобы отчертить припуск сразу на выкройке, соедините резинкой 2 ручки или 2 карандаша. Чтобы обвести выкройку и сделать припуск на ткани в один прием, соедините несколько мелков резинкой. Чем шире нужен припуск, тем больше мелков соединяйте. Или соедините 2 маркера для ткани резинкой. Если же припуски нужны разной ширины, изготовьте из картона себе такой удобный шаблон. Просто перемещайте шаблон, совмещая его с выкройкой, и прорисовывайте припуски нужной вам ширины. А такие шаблоны с разной шириной для подкипки низа вам больше не нужно будет тратить время на измерение. Просто совместите срез с нужной линией и приутюжьте. Если ткань двусторонняя и сложно определяется лицевая и изнаночная сторона, во время раскроя с изнаночной стороны делайте крупные заметные метки. Так при сборке изделия вы не запутаетесь. Чтобы сделать отделочную строчку, совсем не обязательно использовать толстую нить. Можно взять 2 катушки обычных тонких ниток и заправить их в одну иглу. Прокладываем строчку, как обычно. Вот так. А теперь сделаем то же самое, используя нити разных цветов. Вот так получилось. Если в вашей машине есть встроенный нити-вдеватель, обязательно воспользуйтесь им. Для этого поставьте иглу в максимально верхнее положение. Придерживая нить, опустите нити-вдеватель. Проденьте проволоку на нем в ушко иглы. И заведите нить под низ, вот так. Теперь опустите нити-вдеватель, у вас образовалась петелька. Потяните за петельку и проденьте нить. Зашить любое отверстие можно потайным швом. Если делаете это впервые, лучше поставить частые меловые отметки по всей длине отверстия. Теперь вводите и выводите иглу от метки до метки с одной стороны, затем с другой. Можно сразу не затягивать стежки, а сделать это в конце строчки. Таким швом можно незаметно зашить любую дырочку. Чтобы закрепить нить без узелка, вденьте оба конца нити в ушко иглы, формируя петельку с другой стороны. Введите иглу в ткань, затем в образовавшуюся петельку.
Вот такая аккуратная закрепка получилась. Используйте кусочки фетра и оставшиеся лоскуты ткани, чтобы сделать аппликацию. Вырежьте необходимые детали и такие же из клеевой паутинки. Ее вы можете найти в магазинах фурнитуры. Положите между тканью и аппликацией детали из паутинки и прокладьте горячим утюгом. Установите строчку зигзаг на швейной машине с минимальной длиной стежка. Ширину стежка устанавливайте по желанию. Вот такая красота получилась. Осталось только проутюжить. Чтобы калька и миллиметровка из рулона не скручивалась, просто прогладьте ее с изнанки слегка нагретым утюгом. Сэкономьте себе время, делая несколько операций одной непрерывной строчкой, например, сборка плечевых и боковых срезов. Вам не нужно каждый раз поднимать и опускать лапу. Потом просто разрежьте нити. Чтобы спрятать концы оверлочных нитей, воспользуйтесь иглой с широким ушком или тонким крючком. Вденьте нити в иглу и протяните между слоями ткани. Излишек срежьте. Чтобы конец атласной ленты не махрился и не распускался, просто немного обвалите срез зажигалкой. Или смажьте его бесцветным лаком для ногтей. После высыхания его не будет заметно. Чтобы измерительная лента всегда была под рукой, смажьте одну сторону сантиметровой ленты клеем карандаш и прикрепите на ребро вашего рабочего стола. Чтобы пришить резинку и обработать срез в один прием, необходимо отключить нож на оверлоке. Совместите резинку со срезом и прокладывайте строчку, равномерно растягивая резинку. Вот что получилось. Чтобы изготовить косую бейку самостоятельно, возьмите малярный скотч нужной вам ширины и наклейте полосы в стык под углом 45 градусов к долевой нити. Именно в этом направлении ткань растягивается лучше всего. Теперь аккуратно разрежьте. Аккуратно отклейте скотч и соедините полосы между собой булавками, как показано на экране. Проложите строчку на швейной машине. Разверните бейку и срежьте лишнее. Измерьте ширину полосы для бейки и сделайте отметку на гладильной доске в 2 раза меньше. Если ширина полоски 4, делайте отметку 2. И введите булавку вот так. Срезы ленты загните внутрь и протяните под булавкой. Аккуратно протягивайте, постоянно приутюживая. Готовую бейку приутюжьте пополам. Возьмите апельсиновую палочку для маникюра, чтобы булавки было удобно вынимать в процессе шитья. Даже если булавка попала под лапку, апельсиновая палочка с легкостью справится с этой задачей. Если вам нужно ровно отрезать тонкую скользкую ткань, просто выньте несколько нитей в нужном вам направлении. По получившейся линии можно будет разрезать.
Чтобы булавка не расстегнулась, когда вы будете одевать ее в кулиску, просто оденьте резинку на булавку, застегните булавку и оберните конец кусочком малярного скотча. Теперь можно одевать. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить выход новых полезных видео.